Привет всем, кто учит русский язык с каналом Русториас. Истории, которые я читаю для вас, написаны для реальных занятий с реальными учениками. Каждый день, занимаясь с нашими учениками, мы убеждаемся, что наша методика отлично работает. Наши ученики незаметно для себя начинают понимать русский язык и, самое главное, говорить на нем. Сначала это может показаться трудным, но поверьте, что надо просто попробовать, и у вас обязательно получится. Чтобы помочь вам лучше понять русский рассказ, справа на экране будет текст на русском языке, а в субтитрах YouTube перевод на английский, немецкий и испанский языки. Сегодняшний рассказ – это воспоминание из детства. Итак, поехали. Когда-то в моем детстве у меня была настоящая черепаха. Оказалась у нас она случайно. Кто-то из детей принес ее в школу, и какое-то время она жила у нас в классе, в пустом аквариуме. Но потом наступили каникулы, и с черепахой нужно было что-то делать. Моя учительница попросила меня забрать ее на лето. Родители не были против, и я забрал черепаху себе. Лето она прожила у нас, а потом так и осталась. С того самого лета она начала у нас жить. Я помню, что бродила она где хочет, по всему дому, как кот или собака. Вся забота о черепахе была на моих плечах. Я ее кормил и даже пытался дрессировать, но без особого успеха. Это потому, что из меня дрессировщик плохой. Меня ни кошка не слушается, ни собака. Ела моя черепаха фрукты и овощи, а также траву. Особенно она любила листья одуванчиков. Летом я таскал ее на улицу гулять. Жили мы в квартире в большом городе, и я, ребенок, брал ее на прогулку вокруг дома на травку. Черепаха ходила, ела, а я стоял рядом и приглядывал. Мимо шли прохожие и очень удивлялись. Не часто такое увидишь. А я был очень горд своей черепахой. Зимой ее питание было таким же, только без травы. Что было дома из овощей или фруктов, то и давали. Конечно, черепаха не такая отзывчивая на заботу, как кот с собакой. Она живет будто сама по себе, как аутист или марсианин. Однако иметь дома черепаху было так круто и необычно. Черепаха моя была особенная. Принято считать, что черепахи ползают медленно, однако это не совсем так. Моя зверушка не ходила, а наоборот, бегала по квартире, громко стуча твердыми когтями по полу. И голову с лапами не прятала полностью. Голова лишь немного прячется, но торчит, а лапы и вовсе все были на месте. Прожила черепашка у нас некоторое время, и стал у нее изменяться панцирь. Появилась большая светлая полоса по кругу. Мы думали, заболела.
что делать, где и как лечить черепаху. Показали ее знакомому ветеринару, а он отвечает: растет ваш питомец, условия хорошие, питание хорошее, вот и растет панцирь. Давайте ей побольше кальция. И стал я ей кальций в аптеке покупать. Но черепаха таблетки не любила, поэтому я ей кальций пальцем в рот засовывал. Прожила у нас черепаха еще год. Выросла, похорошела, но обленилась. Уже не бегает по квартире на вытянутых ногах, а на брюхе ползает, потому что лишний вес не дает. Эта малоподвижность черепаху очень огорчала. Гребет лапами, а двигается вперед только чуть-чуть, по сантиметру. Думает, наверное, где вы, молодые годы. Решил я черепахе помочь. Разобрал свою старую игрушку, маленький автомобильчик. Снял с него раму с колесиками и приклеил колесики снизу панциря. Другое дело, черепаха только разок взмахнет лапами и уже катится по квартире, как Феррари. Правда, тормозить она не умела и тормозила об стенку. Соседи как-то даже маме жаловались. Мама почему-то мое изобретение не одобрила, а понесла черепаху ветеринару. Он колесики скальпелем отковырнул и сказал, что не нужно из черепахи гонщика делать. Гиподинамия, конечно, нехорошая штука, но сотрясение мозга куда опаснее. И вообще, науке пока неизвестно, как организм черепах на скорость реагирует. Может, их тошнит от скорости. Сейчас я уже вырос и уехал в другой город, а черепаха живет с моей мамой, и они хорошо ладят. Мама говорит, что она выдрессировала черепаху, и та ее иногда слушается. Друзья, заведите себе или своему ребенку черепашку. Хлопот и проблем нет. В руки всегда взять можно. Главное – не уронить. И будет ваш ребенок потом радостно вспоминать черепаху из своего детства, как я сейчас. Вот такой трогательный рассказ, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забудьте поставить лайк. Нам будет приятно. А у меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео. До встречи в следующих выпусках. Огромной вам удачи и пока!